Всем привет! Сорвало съемку, и я сейчас, пожалуй, рада, что все перезагрузилось и наконец-то работает. Смотрите сюда. Контрольные пункты. Вот здесь начинается развал Союза, действительно развал Союза. Вот здесь 91 год, кто его помнит. Хух, обрушилась. То есть растущий евро относительно доллара по каким-то причинам проблема. Дальше здесь был Кавказ, здесь Чечня, здесь Абхазия или... Поправляйте, если я не права, я проверяла по воинам, по датам. Я их просто сама наизусть знаю только те, которые меня коснулись. Здесь Югославия, видите, вот этот пик. Здесь Ирак, здесь, кажется, Ливия. 5-й год, смотрите, помаранчевая революция. Здесь революция, здесь 8-й вообще трэшевый, тут и отделение Абхазии, и банкротство Греции. Все территории, заметьте, православные вот на этой точке, как и на многих последующих, но с той разницей, что одна страна только в роли хищника. Дальше. 9-й не знаю. 11 здесь Сербия, здесь 14 Луганск, Донецк. 17-18. Говорите то, что помните. Отсюда 20. Вот он, 20-й год. Здесь уже предвидели, видимо, что будет скачок, уже имея опыт, затормозили. Причем это было достаточно гуманно по сравнению с тем, что происходит с некоторыми странами в данный момент. Достаточно гуманно. Просто затормозили экономику. Здесь пошло вниз, это 22 год. Это граница паритета евро-доллара, вот на середина 22-го. Но евро снова пошел вверх. Вы видите, что на этом графике очень много одной державы. Страна шумерской птицы. Почему? Мы вспоминаем про черное золото. Вот 8-й год, и здесь же Абхазия, в том числе Греция. Банкротство Греции. Вот так отвесно снизили цены на нефть. То есть растущие цены – проблема. Здесь 14-й Луганск, Донецк. Вот так эффективно это работает. А здесь 22-й, собственно. 22-й. То есть по этому графику можно в домашних условиях своими руками предсказывать войны. Всем домохозяйкам посвящается. Это развал Союза, но здесь другой уровень цен. То есть я не могу здесь перемещать как угодно, ладно, пока не научилась. Но для своего времени мы видим, насколько это было значительное событие. Говоря про развал Союза, сколько текста было написано, он начался здесь, вот здесь не знаю, что было, 88-й там. А вот 91-й, и он снизил градус, сбил температуру. То есть растущие евро – это проблема, и растущие цены на нефть – это тоже проблема. В экономике есть 3 цикла. Так считается классически: развитие, рецессия и кризис. Развитие, когда экономика растет, развивается; рецессия, торможение; кризис, не знаю, как его описать, в общем, все плохо. Мы думаем, что развитие – это классно, и проблемы развития экономики мы перекладываем как проблемы недоразвития, что недостаточно развития. На самом деле, это понимать в первом смысловом ряду, развитие – это само по себе проблема слишком быстрая, потому что оно приводит к эффекту фаэтона.
всех фаэтонов видно, кого стряхивали на этих графиках. Это все экономические фаэтоны. Быстрое развитие приводит к росту цен на нефть и приводит к дисбалансу евро-доллара. Это объективные вещи, которые происходят в нашей экономике. Это как магниты, магнитная сила. Все, что мы обсуждаем про политику обычно, это обои поверх стен. Стены вот здесь. И это магнитное поле диктует свои правила. А можно ли решать по-другому? Было бы можно, если бы зрители реагировали адекватно. А мы растем, мы формируемся в условиях на уровне подсознания, так, чтобы все оставалось как есть. Чтобы мир нас не кусал, чтобы мы тратили меньше энергии. Мы так формируемся, и информация, которая действительно существенна, она отторгается на уровне шкуры буквально, на уровне тела. И здесь интереса нету. Есть ли другие способы вот это вот, эти бугры пучения редактировать, мы бы знали, если бы обсуждали. Я вижу чисто по реакции зрителей канала. То есть перед нами стихия, денежная стихия, она устроена так. Прямо сейчас хочу вам показать за месяц вот это плоское место. Здесь вот буквально в эту дату Иран устроил стрельбу по Сирии. Была перестрелка. За счет этой перестрелки сгладился график. Сгладился. Здесь аномально плоское место. Это редко бывает, как мы видим даже в периоде месяца. Но евро продолжает расти. Здесь 1,77, было 16. Быстрый рост евро – это стихия как проблема. Все смещается, и вот такое море получается. Эра Водолея уже наступила, воду налили еще раньше. Вода. Вот в радиусе 5 лет здесь топили именно 22-м годом. Вы видите, как интенсивно топили. Здесь 20-й. В 20-м предвидели, что будет вот такой отвесный подъем. Учтите, цены на нефть не совпадают с евро-долларом, с ростом евро. Точно, то есть коррелируют. Вот здесь отвесно, да. Здесь отвесно в 14-м, а евро идет полого. Здесь предвидели, вы видите эти кочки, по кочкам. То есть здесь пыталась расти, и поэтому в 2020 году сделали рецессию. То есть торможение развития. И все равно так выскочила, потом еще раз выскочила, еще раз. И здесь вроде бы стабилизировали, но снова пошло. И дальше случился, соответственно, 22 год. Вот это весь комплекс мер для того, чтобы соотношения вот этих ресурсов ключевых не смещались слишком быстро. Но все равно пошло вверх, и когда идет вверх, это к войне. Такая вот примета. Пишите комментарии, ставьте лайк, и до новых встреч.